Всем привет, с вами Дэн, и как видите, коробочка Citizen, и приехала она из Гонконга, потому что на Джуме появился не так давно новый магазин Sakura, и он продает часы из Гонконга, там очень много новых моделей, прям новинки 24 года с отличными ценами. В данный момент у них в основном японские часы Citizen, Seiko, Casio, Orient Star, есть Luminox, дальше вроде бы будут развивать представленность в магазине. Все часы оригинальные, новые, со всеми документами. 10 лет уже на рынке работают и на Джуме появились в конце июля. Кстати, у них есть такая специальная фишка. Значит, специальная цена для получения скидки. Если заказать часы и два недорогих товара в любых магазинах, то на часы активизируется приличная скидка. Это именно вот в Сакуре. Я, решил попробовать, и вот первые часы, которые я там заказал. Ну, ссылку оставлю в описании к ролику. Давайте смотреть, давайте открывать. Опа! Citizen. Модель называется AT9039-51L. Повороченная, сложная, ну и, как всегда, должна быть шикарной отделочкой. Так, что у нас тут еще? О, а здесь есть международная гарантия, есть толстенькая инструкция. Вот это я понимаю. Вот перед сном будет что почитать, что называется. Ну ладно. Самое главное, конечно же, часы. И сейчас мы их распакуем и будем смотреть. Итак, значит, модель Citizen AT9039-51L. И тут 6700, ну это гонконгские доллары, я так думаю, потому что магазин из Гонконга продает. Значит, здесь все по красоте. 200 метров водозащиты, сталь с IP покрытием, сапфировое стекло с внутренним антибликом, механизм EcoDrive H820, запас хода при полной зарядке 180 суток, есть радиосинхронизация, есть мировое время и 26 городов мирового времени. Здесь они показывают, да, вот они полностью подписаны, что, кстати, удобно. Вечный календарь, то есть его подстраивать не нужно. Второй часовой пояс здесь есть, 24 часа часовой дисплей, дата, день, недели, да, у нас здесь дата в таком крупном окошке у отметки 3 часа, день недели у нас у отметки 12 часов, там же индикация разрядки, запаса хода, сделаны они, естественно, в Японии. Ну и что касается цены, то ссылку оставлю в описании к этому ролику, смотрите, в общем, где-то от 40 до 50 тысяч рублей, в зависимости от курса, в зависимости от купона. Магазин проверил, брать можно, доверять можно, и выбор моделей мне там очень-очень понравился. Давайте по размерчикам теперь пройдемся. Часы не маленькие, по ранту 43, если мы возьмем чуть пошире, где у нас кнопочки, уже под 46, но здесь просто, ну давайте вот так вот, вот так лучше посмотрим. Ну, где-то 45, да, не получается. Высота 12, неплохо. По браслету вместе крепления к ушкам 20, сколько тут? 22. И от ушка до ушка получается 50. Ну, то есть, в принципе, они такие среднеразмерные, но, может быть, чуть такой в крупный формат. Но, опять же, нужно помнить, что здесь большой циферблат, где много-много всего. И нужно понимать, что часы технологичные, поэтому маленькими они быть не могут. Ну и в целом я бы сказал, что, смотрите, ушки достаточно короткие, браслет удобный, сидят они на запястье, мое запястье 18,5, вполне себе приятно. Так что, я бы сказал, этот размер он и не чувствуется. Ну и с точки зрения читаемости, оно, наверное, и хорошо, что часы покрупнее. Ну и знаете, в этом черном формате они смотрятся, возможно, чуть поменьше, чем они есть на самом деле. И мне очень-очень-очень нравится, какой здесь такой вот, я бы сказал, серо-синий, такой немножко в дымку циферблат, который по краям переходит в черный, и выглядит это, конечно, потрясающе. Особенно, когда солнце светит. Ну, зимой с ним проблемы, но тем не менее. Про запас здесь есть где-то сантиметрика 2-3, не больше. Этот момент обязательно учитывайте. И подстроить здесь всего такая одна дырочка, и все, больше ничего. Ребята тут пожлобили в этом плане с подстройкой и с длиной браслета. Так что этот момент учитывайте. В общем, на
на 20, я думаю, на 20,5 не больше такая модель. Но, в принципе, они будут хорошо смотреться и не только на браслете, потому что вот такой цвет цифера, такой черный здесь корпус, который с зеркальной полировочкой идет по ранту, по боковой части, а верхняя часть ушек у нас сатинированная. Ну, здесь можно подобрать что-то интересное. Я бы поставил что-то такое матовое, черное, мне кажется, будет просто бомба. Что по весу у нас? Что по весу? Часы не самые легкие, потому что и размеры здесь не самые маленькие. 184-185 грамм. Кто любит увесистость такой, да, сталь на запястье, понравится, как мне, например, да. Но цифр здесь, конечно же, хорош, просто потрясающий. Здесь такой вот объем чувствуется, да. Здесь много контраста, здесь достаточно много белого, потому что у нас белая дата, белый люминофор на стрелках, есть белые надписи по городам, поэтому здесь в плане того, что белая дата раздражает, наверное, нет, она скорее выделяется для лучшей читаемости. И в целом здесь, на самом деле, вот все показатели, они как-то удобно разнесены. Но если мы посмотрим на города, да, когда нажмем кнопочку, чтобы посмотреть конкретное время в конкретном городе, одном из 26, то это будет удобно, да. Она по боковой части ранта идет, эта разметка. Дальше дата отдельно. День недели у нас здесь затаилась маленькая стрелочка у отметки 12 часов. Ну и там же эта же стрелочка покажет вам запас хода, если будет нужно. Индикация 24 часа, опять же, идет у отметки 6 часов. День-ночь индикатор у отметки 9 часов. Поэтому много вроде бы всего насыщено, но главное есть на циферблате. И в этом плане Citizen молодцы, сумели это здесь все разместить. И плюс вот этот контраст, да, вот эти крупные стрелки, люминофор, такой щедро намазанный на часовой и на минутный. Все-таки основное, базовое, что должны показывать часы, это, собственно, часы и минуты. И здесь это показывается отлично. Ну, еще такая белая, опять же, контрастная секундная стрелка. Так что в плане читаемости здесь все очень даже приятно. Мне нравится. Молодцы. Да, он перенасыщенный, он нагруженный, но с читаемостью все окей. И посмотрите, здесь круговая есть, здесь по циферблату у нас гелюше идет, потом манежи, вот эти субциферблатов, они слегка утоплены, очень красиво сделано. И накладные с зеркальной полировкой идут метки. Ну и плюс сам вот этот формат цифры, когда серо-синий цвет, и он немножко так чернеет по краям, очень красиво получилось. Ну, Citizen умеет делать такие вот красивые часы и конкурировать со своим вечным соперником Seiko, потому что, ну, как правило, мне опять же всегда кажется, что Citizen дает чуточку больше за чуть меньшие деньги. Мне кажется, эти часы это самое подтверждают. Ну, к тому же у нас тоже здесь сделаны они в Японии. По браслету здесь я бы не сказал, что он какой-то выдающийся, но это очень неплохой, очень такой солидный, уверенный в себе браслет. Хотя я бы, конечно, поставил, наверное, что-нибудь сюда поинтереснее из ремешочков. Но браслет неплох. Системы быстрой замены нет. Ну, как бы, что мы еще ожидали от Citizen, от японцев? Ну, как бы окей. В целом браслет норм. Опять же, с учетом цены, так и вообще потрясающий. Ну и с учетом вот этой вот характеристик часов, так тут вообще никаких вопросов, конечно же, к Citizen быть не может. С учетом наличия огромной пухлой инструкции никаких проблем не будет разобраться будущему, естественно, владельцу таких часов с функционалом, да и, в принципе, главное, здесь все есть на циферблате. Ну, понятное дело, у нас в России вот это вот радиосинхронизация срабатывает не всегда, поэтому можно будет их поднастроить вручную. Ну, конечно, придется время от времени раз в годик их подстраивать, но что поделать. А потом глядите где-нибудь сигнал из Берлина, там, Китая, Японии, Нью-Йорка, там, где там еще эти радиовышки стоят, поймайте, и будет вам красотулечка. Ну, хорош. Citizen умеет делать по красоте. Да, понятно, можно тут кое к чему придраться, к тем же самым стрелкам, например, к минутной. Но, слушайте, эти часы стоят там 40, условно, 5000 рублей. Предлагает шикарнейший функционал, предлагает еще браслет, да, все в комплекте. И стоит эта вся красота сильно-сильно дешевле, чем конкурирующие модели от Seiko, да, опять же, если мы говорим про версии без GPS. Поэтому, слушайте, ну, Citizen здесь по цене просто-таки разрывает. Ну, что по итогам? Если вам не нужна Atessa, да, на Титане, если вам не нужен сейковские версии там, с GPS, например, или тот же самый Citizen с GPS, или Astron с GPS,
то в этой ценовой категории конкурентов-то, собственно, особо и нет. Поэтому почему бы и не дать шанс этим Citizen, и этот Eco-Drive, зарядочка от солнца, и вся эта линейка, там есть разные вариации, есть на стали, есть вот сталь с покрытием. Слушайте, ну, впечатляет, впечатляет. Если вам нужен вот такой мощный функционал, но вы не готовы слишком много переплачивать за всю эту красоту, то Citizen просто-таки решает, тем более Sakura, да, вот новый Магас предлагает эти часы по очень-очень вкусненьким ценам. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.